Привет, мои хорошие! И сегодня я вам хочу рассказать свою личную историю, как у меня получилось буквально неделю назад получить отличный результат по выздоровлению после от вирусной инфекции. Значит, я подхватила где-то вирус, потому что сейчас прямо эпидемия, все болеют. Почувствовала першение в носу. Все началось с насморка. И я знаю, что когда у меня начинается с насморка, потом спускается ниже может начаться кашель, и это уже надолго. Значит, что я предприняла в первую же очередь, в первые сутки? Витамин С берете в любой расфасовке и за сутки принимаете 1 грамм витамина С. Итак, 2-3 дня по 1 грамму витамина С. Далее можно перейти по 500 и пропейте где-то этот витамин дней 10-14. Параллельно с этим, так как у меня началось все с насморка, стало все прямо ручьем течь, заложенность появилась, значит, для того, чтобы не разболеться, я начала полоскать нос солевым раствором. Берете полстакана теплой воды, насыпаете туда, значит, 100 грамм воды где-то в стакан, я наливала теплой, насыпала туда пол чайной ложки соли обычной, йодированной, не йодированной, без разницы. И желательно еще также обычный йод из аптеки, 1-2 капельки йода туда капают. Все это размешиваете ложечкой, берете вот такой 20% шприц, набираете полный шприц, идете в ванну над раковиной, наклоняетесь и в верхнюю ноздрю весь шприц выпускаете, втягиваете в этот момент. Это все выходит через горло, через вторую ноздрю, сплевываете. Так, потом голову наклоняете в другую сторону, точно так же поступаете с другой ноздрю. Так 3-4 раза в каждую ноздрю. И вот эту процедуру вы посмотрите, слизь выходит, все выходит, вам становится значительно легче. И ее нужно повторить каждые 3-4 часа, желательно 3-4 раза в день это повторить. Конечно, хорошо, если вы первые дни будете оставаться дома, сможете взять себе выходные и отлежаться еще наряду с этим. Так, значит, витамин С, полоскание обильное. Если у вас появляется температура, конечно, нужно принять парацетамол. Вот. Если нет температуры, то заложенность носа усиливается. Не спешите бежать в аптеку за каплями и применять типа галазолин, ксилометазолин. Значит, можно обойтись без этого, потому что когда вы начинаете применять эти капли, то ими можно пользоваться 5-7 дней, и потом очень тяжело от них отказаться, потому что заложенность, вроде бы насморк прошел, а заложенность у вас остается, и вы без этих капель не жить, не спать, ничего. Значит, что делаете от заложенности носа? Берете домашний чеснок, домашний лучше, не супермаркета. Берете спички, и вот этот хвостик нужно просто поджечь, чтобы он погорел секунд 10. Вот как только он загорится, потушить его. И вот в таком виде, пока он тлеет и пускает дымок, подышать над ним одной ноздрёй, только аккуратно, чтобы не обжечься. Второй ноздрёй, одной ноздрёй, второй ноздрёй. Можете даже для профилактики сделать пару вдохов. Все, значит, вы очень удивитесь, что через 15 минут у вас заложенность просто пройдет. Вы начнете свободно дышать. Этот эффект сохраняется где-то 6-8 часов. Если вы сделали утром, вы вечером можете повторить. Если вы сделали вечером, утром проснитесь, повторите. И буквально за 2 дня у вас заложенность пройдет. Да, будут еще выделения из носа, все, но это уже салфеточкой, уже легче дышать, уже не нужно капли использовать. Значит, вот так вот, если вы полечитесь дня 3-4, и вы почувствуете, что вам легче, супер, значит, вы на правильном пути, еще пару дней такого лечения, и ваша ОРЗ останется в прошлом.
Если вы видите, что вам не лучше, а даже хуже, обращайтесь к врачу. И тогда следуйте дальше рекомендациям врача. Но постарайтесь все-таки сразу воспользоваться народными средствами для того, чтобы как можно реже пить антибиотики, потому что когда у вас идет осложнение, насморка, начинается ларингит, бронхит, трахеит и воспаление легких, вам без антибиотиков не обойтись. Это уже, конечно, хуже. Чем чаще вы принимаете антибиотики, тем хуже у вас, конечно, иммунитет, и тем чаще вы болеете. Вы после одной простуды через месяц можете опять заболеть. Кто-то недалеко от вас чихнет, и вы опять болеете. Вот. А если вы перейдете большее предпочтение, значит, окажете себе большее внимание вот таким вот способом, натуральным, народным, так сказать, то вы будете легче переносить такие инфекции. Иногда они будут вас обходить стороной, и вам не понадобятся антибиотики, вы не будете болеть такими осложнениями, как гайморит, бронхит, воспаление легких. Вот. Но в этом видео я не говорю уже там о том, что вредные привычки нужно все убрать, избавиться от них, правильное питание. Это все тема других видео. Надеюсь, что эти советы, рекомендации будут вам полезны, и вы будете их использовать в своей жизни. Оставайтесь здоровыми, всего доброго и до встречи в следующих видео.